Как современные чехи относятся к нам, всем тем, кто живет в России? Вы на канале Армия Волга, меня зовут Александр Березин, и мы сегодня поговорим о том, какие есть ключевые точки зрения в чешском обществе по отношению к нам. В Чехии сегодня очень много уделяют вниманию различному символизму. Ну что ж, мы тоже не чужды этого, поэтому мы сегодня находимся в центре города Саратова. И Ленин, и мозаика «Освобожденный труд» и гражданской войне, и тому, что наступило после нее. Вечный огонь на могиле революционеров, которые здесь и похоронены. Поэтому с символизмом, у нас тут все в порядке. И с тем, как мы к нему относимся. Познакомиться с мнением чехов о нас я предлагаю в здании, которое находится у меня за спиной. Вот это вот симпатичное здание, где 100 лет назад находился штаб Юго-Восточного фронта. И некоторое время располагалось управление 4-й армии Восточного фронта. Чем знаменито это подразделение? Во-первых, тем, что в ней воевала 25-я Чапаевская дивизия, и в свое время 4-й армией Восточного фронта командовал Михаил Васильевич Фрунзе. Фрунзе и Чапаев – это не чуждые для Саратова люди. Здесь есть Фрунзенский район, есть одна из центральных улиц города Саратова, носит имя Василия Ивановича Чапаева. Город Пугачев переименован по инициативе чапаевцев и Василия Ивановича лично, потому что они освобождали его от легионеров Чехословацкого корпуса, так называемых белочехов. С Михаилом Фрунзе Василий Иванович Чапаев белочехов выбивал также из Уфы и Белебея. Поэтому, мне кажется, символично познакомиться с разными точками зрения чешского общества на нас именно из стен штаба, где столетия назад принимались важные решения по защите нашей страны от недругов из рядов братских славянских народов. Пусть эти разные точки зрения сегодня прозвучат в тех стенах, которые столь же разно воспринимали легионеров Чехословацкого корпуса, которые переходили и на сторону красных, воевали на стороне белых, и самостоятельно воевали. Поэтому пойдемте знакомиться с штабом. Здесь раньше находилась женская гимназия. Здание для эпохи гражданской войны было достаточно новое, но построено в 2014-2015 году. Вот так красиво оно выглядит. В таком виде наверняка мы его одним из последних увидим, потому что оно закрывается на реконструкцию, и здесь будет что-то другое. Вот такие таблички здесь есть. В здании находилось Нижневолжский и Саратовский коммунистический университет имени Ленина. А еще здесь есть вот такая табличка, что нам наиболее интересно. Ну а теперь мы зайдем внутрь и посмотрим штаб Юго-Восточного фронта. Уже, конечно, все современное. И здесь мы найдем тот угол, который наиболее подходит нам, чтобы познакомиться с тем, как к нам относятся чехи. Вот здесь мы и поговорим. Так, чтобы познакомиться с тем, как современные чехи относятся к нам,
Я буду опираться на то, что написали сами чехи. Написали они огромное количество комментариев под предыдущим видео, ссылку на которое я оставлю в конце этого видео. Чехи оставили там очень много, очень разных комментариев, и стало понятно, что их мои слова, произнесенные на фоне розовой Шкоды, зацепили. И зацепили они какие-то ключевые вещи, потому что то, что я сейчас зачитаю, оно не на пустом месте родилось. Этих позиций несколько, и по очереди мы познакомимся с каждой из них. Пользователь с ником Processing пишет. Это перевод с английского, потому что писали где-то на чешском, где-то на английском, где-то на русском. Молодец. Мои дедушка и бабушка воевали против нацистов в Словакии. Слава Богу, что есть такие молодые люди, как вы, которые гордятся своей родиной и вашими героями войны. Я чех, мне все равно, русский вы или американец или кто-то еще, я хотел бы гордиться Чешской Республикой, но, к сожалению, в настоящее время в Чешской Республике есть люди, которые пытаются переписать историю. Мы, чехи, всегда контролировались либо Россией, а теперь США или ЕС. Я надеюсь, что люди, прошедшие регулярные проверки, непонятно кто это, наконец-то получат свой голос. Поверьте мне, многие люди не ненавидят Россию и знают, что Красная Армия освободила 90% территории Чехословакии. Мое сердце с тобой, храбрый молодой человек. Я уверен, что это получит тонны ответов от ненавистников. Но это правда. Вы можете сами убедиться по количеству дизлайков и комментариев негативных. Марек Витек пишет: я приветствую вас, молодой человек. Вы хорошо это написали, и ваши слова исходят из сердца. Поверьте, что многим из нас стыдно за тех фашистских предателей, которые уничтожают памятники павшим героям, павших при освобождении нашей страны. Многие из нас, чехословаков, любят свою страну и благодарны вашим дедам, которые способствовали освобождению всей Европы от фашизма. Я лично люблю вашу страну, ваши традиции, кинематографию. И я надеюсь, что однажды в моей жизни у меня будет возможность посетить Россию и воздать дань уважения всем погибшим героям на Мамаевом кургане, который находится в Сталинграде, недалеко отсюда. Юрий Врана пишет: все, что вы сказали, правда. Проблема в том, что в Чехии существует сильная либеральная пропаганда, направленная против России. Пропаганда спонсируется ЕС, США и либералами, которые не хотят мирных отношений с Россией. То же самое касается либералов, которые переписывают историю и пытаются стереть значительную часть чешского общества. Именно они сняли статую, имеется в виду статую маршала Конева в Праге. Что касается машины, теперь он имеет в виду розовую Шкоду в Саратове. Что касается машины, к сожалению, вы не повредили чешскую машину, вы повредили немецкую машину. Эти автомобили производит Volkswagen из Германии. Это известно, что их производит Volkswagen, что он с 91 года владеет Шкодой. Наконец помните, что в Чешской Республике есть нормальные люди, а не те, которые находятся в комментариях. Многие чехи любят Россию и русскую культуру, так же, как и я. Но эти тролли и либералы просто громче. Поздравляю из Чехии, желаю всего доброго. Вот такая позиция чешских пользователей, которые писали на разном языке. Что можно сказать? Они все утверждают, что их не слышно. Непонятно почему, то ли они не могут писать, то ли еще что-то. Почему их не слышно? Почему среди них нет людей, которые могли бы что-то громко сказать, чтобы их было слышно? Отдельный вопрос. Еще я хотел привести позицию
одной очень интересной женщины, которая, однако, высказала ее несколько раньше, в мае. Перед 9 мая журналисты взяли у нее интервью, журналисты российской газеты. Я зачитаю фрагменты. Зовут ее Зоя Клусакова-Свободова. Это дочь президента Чехии, Чехословакии Людвига Свободы. Людвиг Свобода начинал свой путь в чехословацком корпусе легионеров. Он был легионером и воевал в том числе в России в 19 году. В момент мятежа чехословацкого застал его в Челябинске, от Челябинска он дошел до Владивостока. И потом вернулся в Чехословакию и там уже строил свою военную и политическую карьеру. Позже, после Великой Отечественной войны, в годы Великой Отечественной войны, он в России же формировал антифашистское подразделение чехословаков в Бузулуке и направлял, соответственно, на фронт, сам командовал и так далее. С 1948 года он был избран президентом и долго находился в этой должности. Так вот, его дочь пишет по поводу ситуации с маршалом Коневым и всей этой истории. Мне лично вся афера вокруг памятника маршалу Коневу глубоко неприятна. Я стыжусь того, что она произошла в Праге. И я не одна такая, но, к сожалению, нас не слышно. Опять она говорит, что ее не слышно. Это дочь президента. А еще интересную вещь. Дальше она пишет. Нынешние международные отношения используют и для того, чтобы в угоду своим целям исказить историю. Думаю, что это делают прежде всего политики, но никак не историки. Наше чешское довоенное общество было славянофильским. Свою роль в этом играли, кроме всего прочего, и ничем не оправданные претензии к нам со стороны Германии и Венгрии. Мы искали моральную и историческую опору в славянских странах. Развитию добрых отношений с Россией способствовали и легионеры, которые привезли с собой много позитивных воспоминаний, не говоря уже о приехавших вместе с ними русскими женами. Я говорил, что среди легионеров чехословацкого корпуса были очень разные люди. Впоследствии кто-то перешел на сторону фашистов в Великую Отечественную войну, кто-то воевал против, кто-то сохранял нейтралитет, вообще не участвуя. Отец Зои Клусаковой-Свободовой, он не был коммунистом. И это, кстати, говорит сам маршал Конев в комментарии о том, как он относился к Людвигу Свободе. Конев писал о нем, что он сохранял позицию, при которой его интересовало собственное государство и будущее Чехословакии. И он не был не был сторонником каких-либо идеологий. Эти позиции дочери Свободы и вот тех людей, которые написали комментарии, они схожи. Я считаю, что это одна из крупных частей современного чешского общества, которая имеет вот такую позицию. Но есть и другие, те, на кого они как раз-таки указывают и говорят, что вот они, их слышно, их действительно много, и они очень много писали. Причем их комментарии в основном сводятся к тому, что нам совершенно все равно и так далее. Ну, давайте познакомимся, как им все равно. Пользователь LB пишет на чешском. Иван, возвращайся домой и проверь памятники чехословацким легионерам в России, о которых ты должен заботиться и не беспокоиться. Юрий Хвал пишет. Мы не братья. Когда вы начнете относиться к нашим легионерам как к вашим могилам, тогда вы можете жаловаться. Но также это будет ничего, потому что Германия и Россия развязали Вторую мировую войну.
тоже он пишет это на чешском. Радован 511 пишет. Конев, спросите венгров о том, что ваш герой и розовая Шкода. Да, это очень больно для нас теперь. Ты действительно глуп. Если вы будете заботиться о наших чехословацких легионерских памятниках в России, то мы сохраним это наше в наших контрибуциях. Чувствуете, насколько разная позиция, да? И почему-то в центре всегда находятся легионеры. Но мы чехи, пишет Михаэла, пользователь, на русском. Но мы, чехи, не заботимся о том, что кто-то красит Октавию в розовый цвет. Шкоду Октавия имеется в виду. Или хочет переименовать станцию метро Пражская. В Москве были такие идеи переименовывать, в ответ на снос памятника Коневу, переименовать метро Пражская. Мы находим это смешным, но в отличие от вас мы терпимы и понимаем, что в вашей стране вы можете делать все, что захотите. И далее он пишет пространно так. Да, на самом деле, кто не согласен с Советским Союзом, это фашист, верно? У нас было розовое после войны, благодаря Советскому Союзу. Видимо, хорошее. Сталин смазывал мед вокруг рта Бениша, и как это получилось? В 1956 году коммунистическое государство стало убивать во имя политики, точно так же, как это случилось с вами в 30-х годах. Коммунисты убили всех интеллигентных, образованных людей и возложили ответственность на рабочих. Конев освободитель, но что он показал во время оккупации Венгрии в 1950-х годах? Разве они не учили тебя этому в школе? Советский Союз освободитель, тиран. Я думаю, что Чернобыль является ярким свидетельством того, чем был Советский Союз. Ложь, ложь и пропаганда. Спасибо вашим дедам за освобождение Богемии. Тем простым людям, которым я хожу возлагать цветы каждый год. Несколько лет назад мы пытались договориться с Российской Федерацией о том, чтобы отвезти Конева домой. Российская Федерация ответила. Конев никуда не двинется. Но Чехия больше не является вашим покорным государством. Хватит пропагандировать советскую пропаганду. Примирись со своим прошлым, потому что у Советского Союза кровь на руках. Если вы хотите позаботиться о могилах чешских легионеров, по крайней мере наполовину, как мы позаботимся о ваших могилах, ваше видео не было бы таким интересным, не так ли? В скобочках ниже пишет. Люди в Праге ездят на розовых машинах в день Прага Прайд, то есть в день гей-парада. И ниже еще серьезно. Россия не будет свободной, пока люди не освободят свое мышление. Вот такова позиция еще одной крупной части чешского общества, которая к нам как-то по-особенному относится. Эти же люди пишут постоянно о памятниках легионерам Чехословацкого корпуса. Что это за памятники? Почему они в фокусе наиболее недружественно настроенной части чешского общества, мы разберем в отдельном видео. А еще я хотел бы сказать, что нам вспоминают 1968 год, Пражскую весну, так называемую. И считается у этих комментаторов, что розовый танк – это символ этой Пражской весны или советской оккупации. Наверное, это не так, потому что живые участники событий 1968 года, с которыми мне доводилось пообщаться, они не хотят говорить на камеру, говорят, что прошлое ворошить не стоит. Но кое-что они ответили. Они спрашивают, а чьи еще танки были в Чехословакии? Не хотят ли
эти люди задать вопрос не только нам, России, но и полякам, венграм, немцам. Тут особо нечего обсуждать. У них есть позиция, они ее защищают, они не хотят в ней разбираться. Вот. И возвращаясь к легионерам Чехословацкого корпуса, там было очень все по-разному, их было много. Я еще раз об этом вынужден сказать. И они сыграли очень огромную роль в наших отношениях с чехами. И большую роль сыграли в гражданской войне в России. Как она набрала огромные небывалые обороты, что там было главное. И самое интересное, почему вот эта агрессивная часть чешского общества, которое приветствует всячески снос памятников, глумление над ними, осквернение этих памятников. Причем они не трогают могилы, они трогают только памятники, где нет захоронений. Почему для них легионеры столь важны? И о каких могилах или памятниках белочехам в России идет речь? Мы об этом поговорим в следующем видео.